Друзья, а это тот самый мужичок из будущего, играющий на клавишах. Именно он придумал песню «На заре», музыку и слова. Зовут его Олег Поростаев. И представьте себе, буквально на днях Олег нашел ту самую заветную рубашку, в которой он был на телемосте Питер-Москва. Это же она? Да, это она. Это не я ее нашел. Я нашла ее теща на даче. И не несколько дней назад, а вчера. И вот срочно привезла ее из Можайска. И вот жена ее срочно постирала. Она оказалась в совершенно подрядном состоянии. И я вот к приезду Дмитрия подготовился и надел. Вот. Даже погладили, она прям как новая. Ну, просто супер. Вот были люди в наше время, как сказать, делали, знаете, рубашки 30 с лишним лет. Олег, где и как вам пришла идея песни «На заре»? Может, вы ночью проснулись и записали в блокнотик? Или как вот пришла эта мелодия, припева и слова? Я когда пришел в Альянс, я как-то уже рассказывал, но я повторюсь. Программа была из 9 песен. Я участвовал в этой программе, мы ее играли. Все 9 песен были написаны клавишником Константином Гавриловым. Песни очень хорошие такие, не вейв настоящий. Но они все ровные такие были, какие-то одинаковые. Я думаю, как надо расшевелить вот это хозяйство. Пришел домой и думаю, раз поковырял, и сразу придумал вот это, но без «На заре». Да, вот так, да? Приехал, мы же тогда постоянно репетировали, там у нас минимум 3 репетиции, наверное, в неделю было. Приехал, показал, Игорь, Костя сразу прибил, слушай, такое. Я говорю, я придумал, это вот 3 нотки. Говорит, слушай, давай дальше думай, по-моему, это клево. И мы поехали с Журавлем в машине. Ко мне домой, по-моему, поехали. В общем, куда-то мы поехали. Я говорю, Игорь, вот я придумал эти 3 ноты. Ты мне скажи, вот какую тебе ноту, какой звук тебе удобнее всего петь? Он Е. «На заре» подойдет? Да, подойдет. Хорошо. Я пришел домой. У меня сразу родилось «На заре голоса зовут меня». И сразу куплет сочинил, и на следующий день уже принес на репетицию готовую песню. Тогда уже она Игорю понравилась. И все взяли домой, так сказать, в ушах. Тогда же мы в ушах все носили, ничего же не было. И Костик принес клавишные партии, проигрыш придумал я, вот этот, который между первым и вторым куплетом. А Костик такие придумал производные от этого проигрыша, такие та-да-да-дам, ба-бам-пам-пам. Обыграл их, да. Да. Игорь придумал вот эту клевую партию. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он ее хотел на гитаре играть. Которую вы потом на синтезаторе играли. А он хотел на гитаре играть, но я увидел на репетиции, что он не может одновременно петь и играть. Мешает ему гитара. Потому что песня действительно для исполнения сложная очень. Угу. Я говорю, давай без гитары будешь. Давай. И вот я играл эту, в том числе эту партию. И Игорь бас придумал. Там еще одна партия есть клавишная, в которой играется в конце. Это когда мы пришли записываться к Замараеву, я так прошел туда. Она студия такая была, большая. Я смотрю, что-то там такое стоит. Я почувствовал, там что-то стоит. Я пошел туда. Там стоит Profit 10. Это инструмент, который там $10 000 тогда стоил. Такой большой двухъярусный, да. Двухъярусный. Мне почему-то показалось, что он трехъярусный. У меня глаза загорели. Он, конечно, был 2, но я был в полной мере, что он 3. Я нажал, мама дорогая. Передача «Телемост Питер-Москва», 87 год. Где вы взяли такие классные очки, кепку? Как вы собрали вот этот весь грандиозный образ свой? Была Лена Богдан, у меня знакомая стюардесса. Она откуда-то из Майами принесла вот эту кепку. Из Майами это была американская кепка? Да, это реальная кепка, как ментовская. Угу. Насколько я А потом она меня забрала. Все, нет этой кепки? Нет, она забрала. И уехала в Америку? Не. Но она стюардесса наша была, русская. Я недавно с ней созванивался, говорю, дай кепку-то, где кепка? Она говорит, я выбросила давно. То есть забрала и выбросила, да? Да, да. А очки жена выбросила. А где вы их взяли тогда? Каждый друг другу что-то давал, мы менялись там. Не помню.
А жена как говорит, тебе это нужно? Вот я этот момент помню. Я говорю, да нет. Я туда выкину. Ну, я выкидываю. Знал бы. Рубашку вот за 1 миллион хочу продать. А очки, я думаю, за 2 можно было. Мы постарались восстановить ваш лук. Попытались установить кепку примерно с таким же узором, чтобы она у вас была. И какая же кепка без очков? Вот. Очки. Это нужно моментально примерить. Слушай, это вообще... Кстати, полис, вот я как чувствовал. Да. Друзья, эксклюзив, возвращение Олега из будущего. Вот честное слово, это не постановка. Ну, ребят. Тикс. Так, о! Олег вернулся. Спустя 32 года. Через те очки ничего не было видно. А через эти видно, да? А через эти видно. Ну, конечно, что-то было видно так, но весьма условно. Ну, вообще. А вот эти движения, как вот вы придумали? Ну, я такой очень подвижный был парень. Я сейчас был, несмотря на свой такой я спортсмен. Вот, ну, реально там занимался спортом. Костик, конечно, он, я думаю, что он какие-то движения, Костик второй клавишник. Угу. Который сейчас в Америке. Да, он мне, я думаю, движение подглядывал, вот, он такой продвинутый очень был. И что-то сам придумал. Он вообще такой был, я не видел, но я уверен, что он перед этим, перед зеркалом тренировался там. Журавлёв образ вот как-то совместно там придумывали. Вот то, что он такой холодный стоит. Такая то есть это был придуманный образ, да? Это был придуманный, да. Холодный такой, это самое, романтик стоит такой, это самое. Вот я говорю, что мне никто ничего не придумал. Пожалуй, единственного. Не потому, что я такой гениальный. Ну, просто так сложилось. Самое интересное, конечно, процесс записи как бы происходил. Почему запись-то такая удачная получилась? Ну, помимо того, что журавль... Ребят, это просто круто. А вы мне подарите это? Конечно, это вам. Это просто чтобы у вас теперь полноценный был образ. А я тогда вам расскажу. Вот это я никому еще не рассказывал. И Журавлев, не знаю, помнит ли это. Как была записана песня «На заре». Ну, в том числе. Мы там поехали в одно место отдыхать. И я пригласил девушек. Как-то наш президент сказал-то, с пониженной социальной ответственностью. Да? Они с нормальной социальной ответственностью были. Хорошие девушки. Вот. И я увидел, что Игорю одна очень понравилась. И я эту девушку говорю, Наташ, поедешь на запись. И Журавлев приходит на запись, а там Наташа. Это он, конечно. И я ее поставил прямо перед ним. На записи «На заре»? Да. А он говорил, там никого не было? Ага, понятно. Он ничего не помнит. А вот если ты ему сейчас позвонишь и спросишь, он вспомнит 100%. Он пел для нее. Вот он стоял перед ним, и он пел для нее. Потом эту Наташу я встретил на телевидении лет 15 назад, наверное, она там кем-то работает. Я увидел, что это даст эмоцию. И она действительно эта эмоция... Он вот так больше ни разу не пел. Вот так вот. Он хорошо пел, но так он больше ни разу не спел. Потому что вот некая такая... Видно было такое эмоциональное состояние. Все-таки, да, важны эмоции в записи конечно, трека. Что сейчас, что в 87-м. Конечно. Олег, а как вы думаете, почему на передаче «Телемост Москва-Питер» все зрители были такие задумчивые, грустные, немножко такие прям... У них прям в глазах какая-то грусть виднелась. Потому что мы отвыкли от того, что люди слушают музыку. Слушают. Там люди слушают музыку. Они еще умели это делать. У меня, кстати, остался еще один элемент лука. Я забыл вам вручить. Вот, но это усы. В группе «Альянс» были профессиональные музыканты, имеющие специальное образование? Нет. Таковым стал Константин Гаврилов. Он стал им вот этим летом он сдал экзамены, получил диплом, закончил училище имени Ипполита Ивановна. Монеточка вот появилась. Еще один виток популярности. Да. Какая-то передача была у Урганта, они там выступали. Вот. И они, кстати, у меня они единственные, кто попросили разрешения. Вот все, кто там выступали, они ни у кого не просили разрешения. Там целый скандал был. Вот. Я не могу сказать, что я как-то в восторге там, от исполнения «Монеточки».
Но девушка исполнила так, как она чувствовала, да, от души. Вот это главное, чтобы душа была, понимаете. Сейчас вот Баста исполнил, так какая-то неоднозначная реакция, а мне понравилось, мне песня, как он исполнил, мне понравилось. Там ошибка у них в том, что клип вот этот, ну, совершенно клип не подходит, там получилась суровая такая мужицкая северная песня. Сидит вот мужик и поет. Ну, там, не знаю, На бревне. Ну, где-то, да. И поет. И вот поет он. Вот у него окружает суровая действительность, но на заре все равно его голоса зовут. А при чем здесь эта молодежь-то скачущая? Причем здесь рубящийся там барабанщик такой. Там барабанов-то нету ни шиша. Причем... И, конечно, у людей возник диссонанс. Значит, и типа на святое позарился там. Один мне пишет как-то: будь проклят тот, кто продал ему права. Я ничего не продавал. Я без денег разрешил Василию исполнить, потому что он мне показал. Мне реально понравилось. Вот если бы не этот клип, вот поверьте мне, совершенно другая судьба была бы в этой песне. Олег, вот ваша песня хит, на нее сделано много версий, каверов. Приносит ли она хоть какой-нибудь существенный доход у нас вот в России? Ну, смотря что считать существенно. Грех жаловаться, но я не голодаю, но, к сожалению, не благодаря этой песне. Знаете, у нас, чтобы зарабатывать деньги, нужно на сцену выходить, на самом деле. Вот куда я не хочу выходить. Выступлениями, да, обычно зарабатывать. Конечно. Если бы я пошел на сцену, я, может, и заработал бы. Вот. А так, конечно, ну, знаете, странно, конечно. Вот весь мир слушает песни, а автор там получает какие-то там... Ну, прожиточный минимум, да, какой-то получается? Ну, да. Чтобы там квартиру, там, да, поесть. Вы знаете, нет. Государство нашей семье больше помогает, чем авторские сообщества. У вас 5 детей, да? Да. Вы знаете, я хочу сказать, что в любом случае я вижу положительную динамику. Если раньше я получал, там, ну, условно говоря, 15 копеек, то сейчас там я уже рубли получаю, там, или тысячи даже рублей. Так что динамика есть. Как-то там что-то такое, там, это самое. То есть раньше на чай хватало, сейчас на чай с печеньками. Ну, даже с маслом. Печенье с маслом, да. На заре голоса зовут меня. Ну а теперь поговорим о будущем. Вы не стоите на месте и хотите продолжать историю на заре. Сейчас у нас появился замечательный человек по имени Сергей. Это... Сереж, заходи к нашему шалашу. Мы везде. Присаживайся. Спасибо, спасибо. Дим, привет. Привет. Хотелось бы вот какого-то такого нового, свежего. И, с другой стороны, может быть, отосланного туда, в прошлое, исполнение на заре. И, конечно, самая проблема была найти вокалиста. И вдруг он раз и нашелся. Слушай, у меня вот какая мысль, Дим. Я, между прочим, слышал, ты аранжировками занимаешься. Так. А может, ты нам аранжировочку забацаешь? Давайте попробуем. Я только за. Слушай, Принято. как складывается. Как мы удачно зашли, а? Точнее, как Дима удачно зашел. Кстати, как вам, друзья, идея? Напишите в комментариях. Да, Я, да. в принципе, за. Нет, я слышал твои работы, и вполне может сложиться. Если ты возьмешься, я надеюсь. А Сережа будет петь. Сережа будет петь, да. У нас уже... Сережа тебе даст демки, у него уже есть демки. У Сергея потрясающие вокальные данные. И, ну, можете там посмотреть, так сказать, на Ютубе сейчас без проблем. Мы вместе будем делать никакой не кавер, естественно, потому что Должна это быть новая песня. Конечно, это будет новая песня, это опять будет круто, потому что это будет делать Олег, дай бог Дима, и в общем мы собираем пул, уже собрали немножко и соберем его. Ну, Сереж, ну давай тогда хотя бы пару строчек, чтобы мы услышали твой голос. На заре голоса зовут меня.
Олег, а что у вас было в душе, когда вы придумали мелодию припева, или когда вы придумали уже слова там «На заре», «Голоса зовут меня»? Что у вас было в голове, что было на душе? Может, какие-то переживания, или, может, наоборот, какое-то внутреннее счастье? Ну, знаете, я молодой был человек. Какие там переживания? Сколько вам особенные было вообще? лет тогда? Ну, не такой уж и молодой, правда. Сейчас 87 год, это мне было, сейчас скажу, 29 лет. 20 лет, не такой уж и молодой. Но, тем не менее, знаете, творчество – это Богом данная такая штука. Оно приходит и все. То есть спонтанно. Да, конечно. Я не сидел там. Ну-ка, сяду я. Песня «На заре» сейчас получила второе дыхание и снова популярна. Почему вы сейчас не играете и не выступаете с группой «Альянс»? Я думаю, многие были бы не против веселого клавишника в группе. Веселого, да. Веселого. От меня веселье, конечно. Будь здоров. Я же из будущего. Мне очень тяжело возвращаться, значит, каждый раз. Я уже все-таки не в том возрасте. А в будущем тоже время течет. И все изменяется. Нет, на самом деле сцена это немножко не мое. Мне никогда сцена не прельщала, я никогда туда не стремился. И в Альянсе я появился, собственно, по просьбе Игоря Замараева. Вот, он как-то так увидел меня, что вот для Альянса нужно какое-то яркое пятно такое, которое он во мне увидел. Я для себя вот, ну, как бы вижу сегмент какой-то такой в этом во всем. Там, написать музыку, текст, проучаствовать в записи, там, как это сейчас называется, продакшн, да? Продакшн. Ну, продюсирование, да. Да, вот, ну, то есть создание продукта. Олег, ну и по традиции мы всегда в конце даем рекомендации, пожелания нашим зрителям, музыкантам и всем тем, кто попал на это видео. Скажите, пожалуйста, хотя бы несколько советов по созданию успешной песни. Что для вас самое главное? Не знаю, быть честным. Быть честным, ничего не считать. Есть что в голове? Фиксировать. Все надо фиксировать. Не зафиксировал, зад забудешь. Вот я сколько забыл хороших песен, я думаю. Друзья, пишите в комментариях, как вам выпуск. Также пишите, с кем бы вы хотели, чтобы я встретился. Также поддерживайте наш ролик лайками и рассказывайте о нем друзьям, коллегам и знакомым. Ребят, привет из будущего, из которого я в следующий раз по просьбе Дмитрия обязательно к вам спущусь. С проверкой. С проверкой.